Посмотрите на эту уютную лесную историю. Фактура коры, мох, маленькая птичка в своем гнездышке. Ей была дорога на свалку. Но я решила все изменить. Сначала я подготовила металл по всем правилам, зашкурила и обезжирила. Но честно скажу, если закрывать внешнюю стенку картоном, это лишняя трата времени. Я загрунтовала внутри краской по металлу и покрасила акрилом, боясь, что будет виден край. Но и это оказалось лишним. Позже вы увидите решение, как идеально оформить внутреннюю часть кашпо. Картон даст нам объем и сэкономит расход шпаклевки. Сначала наносим первый тонкий слой шпаклевки, желательно его просушить. Дырочки от ручек можно замазать, если у вас нет на них плана. Формируем рельеф. Здесь не нужна аккуратность, только живая фактура. Шпаклевка подойдет любая. А вот мастихин можно заменить пластиковой картой. Наносим неровные вертикальные линии. Наношу массу довольно густо. Имейте в виду, при высыхании такой слой обязательно даст трещины, но в нашем случае это только на руку. Естественные разломы добавят коре реалистичности. Чтобы создать фактуру мха в нижней части кашпо, использую кухонную губку. И отправляем заготовку на просушку. Верхняя кромка не должна быть такой ровной, мы же имитируем кору. Поможет пилочка для ногтей. Наждачкой убираю острые образования. Приступаю к окрашиванию. Первый слой – черная краска. Наша задача – тщательно прокрасить все впадины и трещины. Акриловая краска сильно разведена водой. Первый слой создаст глубину и эффект тени, без которого кора не будет выглядеть объемной. Вторым слоем добавляем тепла. С помощью губки и терракотового цвета начинаю проявлять фактуру. Работаем полусухой губкой, едва касаясь поверхности. Так мы подчеркнем рельеф, оставляя черный цвет в глубине. И мой любимый этап работы – сухая кисть, цвет слоновой кости. Малейшее касание по самым верхушкам коры. Этот цвет гораздо мягче белого, поэтому он даст более натуральный эффект. Мох внизу закрашиваем темно-зеленой краской. А когда высохнет, проходимся по верхушкам салатовым цветом. В акриловый лак добавила чуть-чуть крахмала и хорошо смешала. Здесь нужен именно матовый лак, а у меня он закончился. Из распушенной джутовой веревки сделаем гнездышко для птички. Понадобится капля клея ПВА. Я искала решение для ручек и нашла его в старых деревянных кольцах для штор.
Кольца были покрыты лаком. Наждачка все исправила. Чтобы продернуть толстую джутовую веревку, пользуюсь петлей из проволоки. Делаю несколько оборотов вокруг основания. Капля клея и заправляю конец веревки в отверстие. Птичку можно сделать из любой самозатвердевающей массы для лепки. Приклеиваю на клей ПВА и сушу. Веревку и гнездо я окрасила точно таким же способом, как и кору. Черная проливка, терракота и сухая кисть. Также чуть припылила деревянное кольцо. А вот птичку сделала более светлой, используя натуральные цвета. Для создания эффекта заросшего пня приклеиваю этот живописный лишайник. Но я решила поэкспериментировать с композицией и переклеила лишайник, сместив его в сторону, чтобы дать птичке больше пространства и лучше сбалансировать композицию. А вот вам и то самое решение, о котором я говорила в начале. Эта коробочка идеально вошла в кастрюлю, и вся моя внутренняя покраска осталась скрыта. В этом кашпо будут жить суккуленты. Вот такая лесная история у нас получилась. Трудно представить, что совсем недавно она была старой кастрюлей, но немного шпаклевки, краска и, конечно, вдохновение творят настоящие чудеса. Творите с удовольствием. Увидимся.